Приветствую вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Отвечаю на очень возмутительное заявление и мнение одного из наших зрителей о том, что я очень плохая хозяйка. А моя плохость заключается в том, что я не окучиваю лук. Вот, смотрите, я должна, оказывается, была окучивать лук. Представляете себе, если бы я окучивала, что бы произошло бы? Если бы окучивать, я просто хочу посмотреть, как это будет, потому что я помню, в колхозе у нас очень много, и в совхозах, везде, где выращивали лук, да и сейчас выращивают, никто никогда его не окучивал. Вот представляете, окучить, и что получится тогда? Получится, что мы закроем, и сильные дожди шли, и здесь мог сгнивать лук. Поэтому я знаю и понимаю, что в колхозах этого не делали, вот, и никогда это не делали, вот, по луку. И даже, кстати, и дома, хотя лук был не голландский, но у нас здесь озимый голландский лук. Итак, у нас это озимый лук, сеншуй, йеллоу. Это, кстати, японцы придумали этот лук. И радар голландский. Вот. Я хочу сейчас его подкопать. Он у нас уже созрел. И уже в знаке овна будем его выкапывать. Потому что, смотрите, он начнет расти. Нельзя его больше оставлять. Вот. Вот так вот. Я представляю, если бы этот лук у нас был в земле. Здесь бы уже все сгнило. А так вот, когда он открыт, и этот лучок у нас получается под солнышком, и сушится вот чешуйка, хорошенько засыхает, закаляется лучок. Это вот особенность озимого лука. Он очень быстро созревает. И вот мы уже сейчас в начале июля будем его копать. Но снова же будем копать не весь, а только тот, который созрел. Здравствуйте. Оператор снимает и хочет вопросики задать. А когда же высаживали этот лук? А ты уже забыл, когда мы высаживали? А мы высаживали его в ноябре 2020 года в знаке Козерог, сразу после новолуния. И вот мы посадили этот лучок. И чеснок, и лук озимый мы его высаживали. Поэтому вот так рано получается. Тот лук уже еще надо ждать, когда он созреет. А вот этот лук уже, видите, он готовый. Да, он готовый. Мы даже немножко опаздываем, заняты другими делами. Да, если мы оставим, начнет этот лук расти. Поэтому нужно уже его собирать. У нас, кстати, есть календари для лука. Поэтому для сбора лука и для того, чтобы озимый чеснок, озимый лук и озимый чеснок, когда выкапывать на июль месяц, пожалуйста, смотрите агрогороскоп на июль месяц 2021 года. Так, еще вопросик. Давай. А на какую глубину? Мы высаживали? Ну, мы высаживали очень интересно. И в связи с тем, что я уже примерно знала, что нас ожидает, это время, когда в прошлом году у нас было сильные ливни, и лук весь был в воде стоял. И, естественно, были проблемы. Поэтому мы вот такую гряду, Александр Федорович, ты же мне специально это делал, готовил эту гряду. И эта грядушка, на ней мы высаживали на гряде. Она на высоте находится. Здесь, если бы не было дождей, мы подключили бы капельное орошение. А так вот, так как не было проблем у нас с водой в этом году, дождики постоянно шли, то, естественно, здесь не замокал лук. И этот лук прекрасно себе вырос. Кстати, чем еще хорош озимый лук, тем, что здесь мало стрелок. Из всего, я вот килограмм его посадила, всего-навсего 2 луковицы выдали стрелочку. Вот. И мы ее вот на этой гряде посадили, эту цибулю луковицы.
Расстояние между рядами 25-30 сантиметров, до 30 сантиметров у меня получалось. И между самими луковицами 15 сантиметров. И получается, что вот такой хороший лук созревает, вырастает, нормально все растет. И сразу я по поводу окучивания уже ответила, да, и не только окучивания, мы на ряд вопросов, которые у нас были после последнего видео о луке, мы ответили на эти вопросы. Мы не окучиваем, как и не окучивают в крупных хозяйствах этот лук. Не принято озимый лук окучивать. Поэтому вот это ответ такой вот у нас по поводу этого лука. И еще у нас вопрос есть такой, уже высохли, все уже готовый. Вот. Еще вопросы по поводу вот пригибания, укладывания вот зеленых стеблей, вот этих листиков, чтобы пригибать. Значит, когда-то я видела, бабушка это делала, но она это делала только в тот год, когда очень было много дождей. И она никак не могла их собрать, вот эти луковицы. И она легонечко, вот так вот, просто ложила. Я не делаю это. Видите, он сам созревает, сам себе все процессы из стебля, из листиков возвращается все в луковицу. И этот процесс созревания идет самостоятельно, я ничего абсолютно не делаю, не пригибаю. Какой-то год, правда, наши сорта, я сделала вот такое пригибание, получилось сильно жарко было, здесь сварилось все, и мой лук весь погиб. Вот, сейчас я его достану, здесь еще корешочек есть, ну, в принципе, тоже можно уже доставать его, потому что у нас очень жарко, у нас тоже 35, 36, до 37 градусов. И если я вот смотрю, что если бы я сгинала его, то, естественно, здесь тоже была бы проблема. Поэтому, снова же, здесь голландский сорт, это озимый лук, я не трогаю. И если у вас идут дожди, и есть необходимость уже собирать его с озимый лук, то, естественно, это можно сделать. Но очень легко. А еще лучше просто вытянуть эти луковицы и занести в какое-то место, сухое место, так как идут дожди. И там пусть лук из корешка, если корешки большие, будет тянуть вещества нужные. И из листьев тоже тянуть в саму луковицу. И созревать постепенно. И еще, да, вопрос еще один касается... Сильно жарко, и вот кто-то выкопал уже лук и оставил на улице, то есть под солнцем. И получилось, что он запекся. Поэтому раньше, в ту эпоху рыб, когда мы работали в других условиях климатических, это можно было высушивать, на солнышке держать. Мы это делали, кстати, тоже. Сейчас это делать нельзя. При такой температуре, когда в тени 40 градусов, от 30 до 40 градусов, плюс на солнце под 60 градусов, это официальные данные, просто-напросто печется лук. И вы, то, что выращено таким трудом, просто-напросто потеряете луковицы. Поэтому просто взяли, собрали, аккуратненько занесли. Каждая луковица должна быть отдельно. И пусть в сухом месте должно быть, там солнце не поступать. Это может быть какая-то верандочка или хозяйственная пристройка. Лучше, чтобы был сквозняк, чтобы был воздух, поступление воздуха. И лук созреет до конца, и тогда будет хорошо храниться. Не оставляйте под открытым солнцем. Ну вот, по-моему, я ответила на те вопросы, которые у нас были. Еще один вопрос касается, что будет после лука. У нас всегда что-то есть. У меня в этом году очень интересный севооборот по луку, но эта тема новая. И когда я уже увижу результат, я обязательно вам об этом расскажу. А Александр Федорович все это снимет и покажет. Ну что ж, Раиса Горяченко и Александр Волик ответили на ваши вопросы по поводу вот сейчас этого момента, когда и что нужно делать с луком, когда его убирать. Еще раз напоминаем, у нас календари есть. Убирайте в хорошие дни и, естественно, правильно его забирайте солнце и храните в сухом месте. Дайте возможность, чтобы из корешков и из листиков все питательные вещества перешли в луковицу, и луковицы хорошо хранились. Прощаемся с вами. Всего самого доброго. До новых встреч в новых видео на нашем канале.
Подписывайтесь на наш канал, лайкайте, пишите комментарии. Удачи вам, всех благ.